Я начала смотреть Формулу-1 в прошлом году и, ни в чем не разобравшись, сходу стала делать обзоры на гонки, потому что не обязательно быть экспертом, чтобы получать удовольствие. В жизни гораздо важнее стать экспертом в получении удовольствия, чего я всем и желаю. Желаю настолько, что решила проложить видеотропу для людей, которым, прям вот очень влом разбираться, но отовсюду это ваша F1 лезет, Форстаппен этот там ваш. В общих чертах расскажите, что там вообще может быть интересного, окей? Окей, ни слова больше. Я продам вам Формулу-1 так, как будто она мне за это заплатит. Значит, первое, что такое Формула-1? Это очень богатое цирковое реалити-шоу, происходящее на фоне автогонок. Каждый год новый сезон, где гонщики могут менять команды или вовсе покидать сериал. По воскресеньям раз в неделю или две 22 молодых, не всегда телом, но всегда душой миллионера, едут на перегонки по закольцованной траектории в какой-то стране на специальных машинах, болидах. Кто быстрее проедет определенное количество кругов, тот крутой. Как происходит гонка? 11 команд, каждая снаряжает 2 пилотов тачками, все кружочек один разогреваются, стартуют, 1,5 часа примерно жестко пытаются приехать быстрее всех на финиш, по пути минимум один раз остановившись, чтобы поменять шины. Финиш, победители обливаются шампусиком, занавес и цирк едет дальше. И это интересно? Ебать, да! Особенно, если вы находитесь в любой точке аутистического спектра или у вас СДВГ. Там постоянно что-то движется, и куча графиков в тебя тычутся, еще комментатор пиздит без остановки, иногда даже 2 комментатора. В какой-то момент время и пространство начинают растворяться, ты начинаешь сливаться с бесконечно вечным и... Внешней траектории Богова! Базовый список эрогенных точек гоночного зрителя. Красивый обгон. Авария между гонщиками. Сход по техническим причинам. Радиопереговоры из категорий. Какой-то вербальный или смысловой кек. Нервный срыв. Ругань с матами. Пока у вас не появятся фавориты, этого более чем хватает. Один из самых привлекательных аспектов Формулы-1 — это, конечно, фанатское комьюнити и, в частности, его интернет-отряды, сливки общества. И я это говорю не только потому, что обожаю своих подписчиков, к которым вы присоединитесь, если подпишетесь и напишите коммент от чистого сердца. Причиной тому также являются ебать какие смешные мемы, комменты, обзорщики на любой вкус и цвет, художники на тему. Фандом F1 — это как Juilliard, только в интернет-пространстве автоспорта, понимаете? Нет, тут, конечно, тоже хватает глубоководных мыслителей, но где их нет, а? В главных ролях. Надо сначала объяснить, почему реалити-шоу кричит с пеной у рта, что оно спорт. Физические нагрузки имеются и весьма нехуйственные, состязательный элемент присутствует, а что еще вам надо? Шахматы спортом признали, хотя там только от кортизоловых приходов потеют. И пускай многие со мной не согласятся, но я все же считаю, что Формула-1 — это уже не столько спорт, сколько машина по производству контента, мерча, постоянных интриг, скандалов, расследований и бесконечной демонстрации рекламы везде, куда бы только ни приткнулся глаз. Боги господни. Лого спонсоров только что на лбы гонщикам не наклеивают, но к этому быстро привыкаешь, уже просто как пятна на жирафе воспринимаются. Тут все происходит на аудиторию, камеры вешают гонщикам прямо на нос, бесконечные пресс-конференции, интервью, контент в соцсети, завозы звезд для привлечения внимания, хоть они и не понимают, что происходит, онлайн-травли и угрозы убийства, интеграция с Marvel, 2-метровый Микки Маус дирижирует фонтаном, кит-кат в форме болида продают, какой-то дед на моей улице позавчера был в кепке Уильямс. Фух, и это я только по верхам проскакала. Основная тема срачек и недовольства 2026 года в Формуле-1 — это новые требования к тому, как машина должна быть построена. А кто потребовал? FIA, орган из 3 букв, не тот, о котором вы подумали, хуже, представители которого придумывают правила и раздают штрафы за их нарушение. Основной фокус внимания — это, конечно же, главные герои — гонщики. Поэтому вот теперь в главных ролях.
Просто дам вам ключевые факты про ключевых персонажей, чтобы вы могли с кем-то поддержать беседу а-ля «О, это то, что в депрессии, да? Да, ты тоже смотришь?» Нет, ты чё, у меня сбалансированная дофаминовая система. В главных ролях Феррари, Италия. 17 лет без титулов, тем не менее, все еще считаются топовой командой. Пиньяты для насмешек в интернете по факту неграмотных гоночных стратегий, фанаты команды стабильно страдают. Если вам охота поддержать аутсайдеров и фрустрация для вас это лакомый десерт, милости просим к этому фандому. Главный соперник – Феррари. Иногда Мерседес, местами Макларен. За рулем. 7-кратный чемпион мира Льюис Хамильтон, предполагаемо решивший, что завоевание титула с Феррари не только пропишет его в зале славы автогонок, но и вознесет в лик святых. В этом он прав. Ну или как минимум в Красную книгу его запишут. И вот он второй год пытается победить и не пасть духом. В этом году, кстати, ситуация гораздо лучше. Шарль Леклер, 7-кратный необладатель чемпионства в составе Феррари, достоверно известно решивший завоевать титул именно с Феррари. Судя по тому, как идут дела, Шарль с большей вероятностью пропишет себя в зал славы рок-н-ролла и станет великомучеником. Отличительная черта – депрессия, как побочка от принесения своей карьеры в жертву во имя мечты. Боже, эти мальчишки. Мерседес, Германия. Самая организованная команда под управлением бизнес-папы Тота Вольфа. Главный соперник в сезоне 2026 пока не обнаружен. За рулем. Джордж Рассел, кодовое имя Дива. Прилежный и профессиональный пилот с охуевшим английским чувством юмора. Вроде как добрался сквозь годы упорного труда к позиции первого пилота, и, казалось бы, вот он, титул долгожданный на блюде. Но больно столкнулся с традиционной проблемой фудкортов – школьником. Кими Антонелли, 2006 года рождения, второй год в формуле «Талант». Все его любят, он всем как сын, включая меня, и судя по тому, как у Джорджа на ходу ломаются постоянно машины, бог тоже его фанат. Лидер чемпионата на момент выхода этого видео. Побеждает чисто так, по фану, просто кайфует, делает лучшее, что может в каждой гонке, сам так сказал. Всякое худшее он тоже, кстати, делает в достаточном количестве, но все равно умудряется первым приезжать. Макларен, Англия. Чемпионы прошлого года вошли в современную историю катастрофическим пиар-решением публично не приоритизировать какого-то гонщика, при этом фактически приоритизируя одного гонщика. И даже если на самом деле это было не так, какая разница, если все уверены, что так это и было. Главный соперник – Макларен, а именно их неудержимая воля к периодическому наваливанию стратегического кринжа в духе Феррари. За рулем. Ландо Норрис, чемпион прошлого года. Он такой, милашка, симпатяга. Иногда как спизданет в интервью что-нибудь, испанский стыд, ей-богу, но он вот зато искренний. Многие в интернете, кстати, его активно критикуют, но я лично хуесосинг не поддерживаю. Гештальт по зарабатыванию титула у него закрыт, поэтому в этом сезоне он спокойнее. Оскар Пиастри. Почти выиграл кубок в прошлом году, но в Баку подцепил странную затяжную лихорадку. Основной симптом – прогрессирующее проебывание шансов на титул в 2025 году, мутировавшее в какую-то невнятную херню 2026. Приятный, спокойный, вайбовый чел. В честь него назвали ископаемую осу недавно, так что 100 пудов теперь все наладится, и он вернется в борьбу за титул. Я прав! Red Bull, Австрия. Если бы эта команда была музыкальной группой, то однозначно отпетыми мошенниками. Есть в них мальчишеский задор и тяга суету навести. Главные соперники – технические неполадки, желание Макса Ферстаппена уйти из Формулы-1. Среди команд – Мерсы, Макларен, Феррари в лучшие дни, Альпин, Уильямс и даже Racing Bulls в худшие. За рулем. Сергей Аморалов, более известный как Макс Ферстаппен. 4-кратный чемпион, едет как зверюга. Из любой позиции сразу на подиум на машине въезжает и в дождь, и в слякоть. Ведет себя самоуверенно, говорит как думает, ездит где хочет.
Например, говорит: «Мне эта формула ваша, единичная, после 4 титулов уже постольку-поскольку, я тут пока весело. В других гонках мне, кстати, тоже весело. Меняйте скучные правила, иначе убегу». Активно практикует весьма инклюзивную ветку шаманизма. Называется «нытье на победу». Чем больше Макс по радио ноет, что машина неуправляемая и вообще по кускам разваливается, тем выше его итоговое место. Игорь Богомазов, более известный как Айзек Хаджар. Бытует мнение, чтобы один пилот Red Bull показывал результаты, второго нужно регулярно приносить в жертву. Алжирец показал отличный результат в дочерней команде Red Bull Racing Bulls в прошлом году, за что был повышен в Red Bull. И вот так вот едет Айзек на этом богомазном месте, только помазано оно калом. Постоянные поломки, штрафы, аварии, нервные срывы на фоне. А дальше что? Астон Мартин, Англия. Активно переманивают со всех команд лучших специалистов, чтобы перестать сосать жопу к 2030 году. Судя по текущим результатам, прогноз амбициозный. Главный соперник – бандит-террорист под ником AMR-26. Болид, который они сами же и построили. Мало того, что скорости нет, так еще от вибраций при езде пилотам отнимало руки и ноги так сильно, что приходилось сходить с дистанции от угроз здоровью. За рулем. Невероятно, но факт. Вот это псевдотелефонное «Алло», едва ли доезжающее до середины списка, на самом деле самая непоседливая легенда автоспорта – Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира. В момент зачатия Кими Антонелли Фернандо как раз получал свой второй титул. И вот, 20 лет спустя они едут бок о бок. Охуеть. Ну, как бок о бок? Кими борется за подиум, а Фернандо на круг отстает, и вот они едут бок о бок. Да. Дайте ему уже машину хорошую, сил нет смотреть. Лэнс Стролл. Основной камень преткновения между Лэнсом и аудиторией – это факт того, что он непо-бэйби. Ведь так случилось, прикиньте, его папа владеет командой Астон Мартин. Лэнс, конечно, звезд с неба не хватает, и это только раззадоривает хейтеров, но я не хочу к ним присоединяться, потому что знаю наверняка, если бы у моего миллиардера-батька была команда, я бы взяла от этой возможности все. Уильямс, Англия. Команда с длинной и интересной историей, которая только в прошлом году хлебнула воздуха после многолетнего выживания на дне. Главный соперник – неудача, и она часто их побеждает. За рулем. Карлос Сайнс. Его союз с Уильямс расценивался как мезальянс. Видите ли, в 2024 году Карлос был единственным пилотом, доехавшим на Феррари до подиумов и даже несколько раз. Поэтому они решили наградить его за достижения и выпиздили из команды. А Уильямс на тот момент забыли, что может существовать какое-то другое очко, помимо того, что вентилирует жопу, в которой они сидели годами. Карлосу выбирать особо не из чего было, и вот он Уильямс. Радует, что в 2025 году Уильямсы отодрали себя от днища, и Карлос вроде как доволен. Сейчас они жестко пытаются вернуться в форму прошлого года, потому что машина новая так себе. Алекс Албан – последний человек в Формуле 1, который может быть замешан в скандале. Такая он лапушка. Ну, разве что пассивно в скандал попадет. Весьма пассивно, к сожалению, проходит для него и этот сезон. Во многом потому, что основная масса неудачи нападает как раз на него. Помяните его добрым словом, пожалуйста, даже если вам похуй. Поддержите хорошего парня. А еще поставьте лайк этому видео, но только если вам не похуй. Поддержите хорошую девчонку. Альпин, Франция. В прошлом году за эти розовые консервные банки болеть было практически невозможно. А в этом году Альпин стабильно зарабатывают очки и вообще хорошо смотрятся. Главные соперники – команды среднего уровня и уже даже те, что повыше. За рулем. Пьер Гасли, герой, не получившего достойной мировой огласки труда. Это я про то, как он умудрялся в том году зарабатывать очки за рулем ведра. Одно время был вторым пилотом Red Bull. После таких страшных событий ты явно, если морально выживешь, станешь только сильнее. Франко Колопинто. Не столько поражает меня его, нормальная езда,
сколько его фанаты. Вот эта няша, урожденная в Аргентине, умудрилась нацеплять на себя как чертополох на майку самых отбитых фашистов в фанаты. Чуть им померещится, что кто-то как-то ущемил их мальчика на треке, все, Гитлер капут. Они идут в соцсети угрожать убийством, расправой. Сказали бы вы мне, что такие люди в принципе на свете существуют, я бы раньше не поверила. Далее скоренько расскажу о командах, которые, в общем-то, едут как бог даст и конкурируют в основном между собой. Racing Bulls. То ли Нидерланды, то ли Италия. Их админы усерднее всего эксплуатируют ребят для контента, а дизайнеры дизайнят лучшие специальные дизайны всего на свете. За рулем Лиам Лоусон. В прошлом году феерично сиял 3 гонки за Red Bull, пока его не понизили обратно. Понизили, уж скорее проявили милосердие. Тут ему определенно лучше. Арвид Линдблад. Первый год в формуле, хорошие и даже отличные результаты. Если бы болид еще не ломался так часто, прослыл бы вундеркиндом. Наверное. Хас Америка. За рулем Оливер Перман. Выходец школы пилотов Феррари. Талант. Да, опять талант. А что я, сделаю? Они тут все классные, я не виновата. И пусть эта милая мордашка не вводит вас в заблуждение. Оливер – гоночный проказник. У него больше всех штрафных баллов за нарушение. А еще в этом году он пережил очень серьезный удар в аварии. И когда его спросили, почему он не отошел от удара и сразу вылез, тот сказал, что волновался, что родные будут смотреть и беспокоиться за него. Ну не бусили. Эстебан Окон. К нему можете не привязываться, походу его не продлят на следующий сезон. Ауди, Германия. За рулем Ника Хюлькенберг. Повидал все в этом автогоночном мире. И только в прошлом году в Сильверстоуне взял 3-е место на своем 237-м гран-при. Плакали всем формульным щелом. Габриэль Бартолетто. Тоже только 2-й год в формуле, его лучшие моменты еще впереди. Последняя команда Cadillac Америка. Эта команда в Формуле 1 1-й год. Это такая демо-версия. За рулем заслуженные пилоты вторых ролей Чеко Перес и Валтери Боттас. Боттас прикольный, Перес мексиканец. Найти их можно в конце списка. Все. Если я смогла продать вам Формулу-1, пишите в комментах «Продано». Уже смотрящим я кидаю челлендж. Продайте мне в комментах Формулу-1 или вашего любимого ее персонажа. Сделаю потом видос по мотивам вашего творчества. Всех чмокаю и призываю не забывать, что парасоциальные отношения – это, конечно, круто, только не переборщите с погружением.